Идем дальше. Следующая банкнота. $1 США 2017 года. Федерального резервного банка Филадельфии с его обозначением C3, одного из 12 федеральных банков США, наделенный правом имитировать банкноты. Лицевая сторона. Портрет Джорджа Вашингтона, американский государственный и политический деятель, первый всенародно избранный президент Соединенных Штатов Америки, один из отцов-основателей США. Гравировка на банкноте сделана с картины Гильберта Стюарта 1803 года. Портрет используется в таком дизайне с 1869 года. Печать Федерального резервного банка Филадельфии, печать Министерства финансов США, подписи руководителей Федеральной резервной системы и Министерства финансов соответственно. Номиналы цифрами по всем углам, прописью внизу. Серийный номер 3 шестерками. Рассмотрим ее поближе. Оборотная сторона. Две стороны большой печати США. Центр занимает слово «One», над которым текст «In God we trust» – «На Бога уповаем». Номиналы цифрами по всем углам, прописью внизу. Современный дизайн оборотного изображения $1 банкноты был утвержден еще Франклином Рузвельтом в 1935 году. В этом же виде с незначительными изменениями он существует до сих пор. Материал банкноты 75% хлопок, 25% лен. Размер 156 на 66 мм. Без разновидностей. Следующая банкнота Ангола, точнее банкнота колониальной Анголы. Напомню, что Ангола получила независимость в 1975 году. До этого она была колонией Португалии, точнее заморской провинцией Португалии. Ангола получила этот статус в 1951 году. Выпуск называется «Выпуск маршала Кармоны», выпущен 24 ноября 1972 года. На всех номиналах этого выпуска изображен портрет генерала Антонио Оскара Фрагоза Кармоны, выполненный по картине Энрике Медины. Кармона был 11-м президентом Португалии с 9 июля 1926 по 18 апреля 1951 года. В этом выпуске было выпущено 5 номиналов: 20, 50, 100, 500 и 1000 эскуда. Итак, 50 эскуда, 1972 год. Лицевая сторона. Портрет генерала Антонио Оскара Фрагоза Кармоны в военной форме. Обозначение банка-эмитента и номинала на португальском. Герб португальской провинции Ангола 1951 по 1975 годов. Поле для водяного знака. Номинал цифрой в нижнем левом и правом верхних углах, серийный номер, подписи и дата, печати банкноты. Водяной знак, портрет генерала Кармоны. Имеется защитная нить. Оборотная сторона. Изображение ветки кофе сорта робуста не случайно нанесено на банкноту. Кофе из португальской колонии начал набирать вес на мировом рынке в 1950-60-х годах и пользовался спросом в США и странах Европы. Коричневое золото текло отсюда бурным потоком. Ангола входила в топ 10 кофейных держав и занимала 4-ю строчку. 75% африканской робусты выращивалось именно здесь. Текст на португальском, поле для водяного знака и номинал. Размер банкноты 135 на 66 мм. Типография Делару, Англия. Следующая банкнота из этого выпуска. 100 эскудо 1972 года. Следующий номинал.
Лицевая сторона также портрет генерала Кармоне в военной форме. Все остальное практически такое же, как и на предыдущем номинале, но кроме номинала и серийного номера. Водяной знак такой же. Портрет генерала. Имеется защитная нить. Оборотная сторона. Африканская масличная пальма или элеис гвинейский культивируется для получения ценного пищевого и технического масла. Размер 142 на 70 мм. И еще один номинал из этого выпуска – 500 эскудо 1972 года. Опять же портрет генерала в военной форме. Водяной знак такой же, имеется защитная нить. Оборотная сторона. Педрас Неграс, черные камни, Пунго Андонго, группа монолитных скальных образований возрастом в миллионы лет, которые выделяются своими размерами по отношению к ландшафту саванны региона. Размер 149 на 76 мм. Вот такая серия ангольских банкнот. В моей коллекции есть 100 и 1000 эскуда из этого выпуска. Соточка у меня не в очень хорошем состоянии была, поэтому, увидев, решил заменить. А вместе с ней и другие номиналы приобрел. Теперь осталось только 20 эскуда найти, и линейка будет закрыта.